Всем привет и добро пожаловать в продолжение видеоряда фалопластики. В этот раз я хотел бы ответить на один из довольно часто задаваемых мне вопросов о том, возможно ли трансплантация пениса трансмужчине. Довольно давно я уже не говорил на эту тему, на самом деле, наверное, потому что я все сказал, что я не знаю, кроме как раз вот этого вопроса. А сейчас у меня уже 4 сентября в этом году, 2018, намечается первая операция по фалопластике, поэтому тема становится намного более актуальная. И я буду держать вас в курсе и буду вести влог всем, кому интересно. В принципе, трансплантация пениса – это довольно сложная операция, потому что у этого органа очень сложные функции. Я не врач, но я работаю с врачами. Я, в принципе, немного понимаю в сложности трансплантации каких-либо органов. В данном случае речь идет об органе, который должен выполнять несколько разных функций, да? Мочеиспускательная функция, эрекция, соответственно, у цис-мужчин эякуляция. И если взять действительно снова цис-мужчин, то трансплантация пениса уже была совершена. В первый раз она была сделана в 2006 году, и человек, которому трансплантировали пенис, его просто не взлюбил. Он не почувствовал, что это его орган, он ему не понравился и так далее. То есть не знаю, может ли такое случиться с транс-мужчинами, наверняка тоже. Но это любопытный факт, о котором, может быть, люди даже не думают. Что как бы с этим органом, собственно, как бы нужно и подружиться, потому что он теперь часть тебя. Вот. Но, например, в 2014 году в Южной Африке был случай известен человека, которому присадили, сделали успешную пересадку полового органа, то есть у них был ребенок. Вау, полный успех, вообще круто. Итак, при пересадке полового органа нужно соединить от 2 до 6 нервов, от 2 до 7 артерий. Нужно понимать, что там у цис-мужчин есть, может быть, еще, если это был просто какой-то несчастный случай, и человек потерял свой половой орган, то, наверное, еще какой-то остаток остался. И в этом остатке как бы есть еще те части, которые в нем были. Член же состоит из пещеристых и губчатых тел, которых у трансгендерного мужчины в принципе нет. То есть клитор, в принципе, подобным образом устроен, но он слишком маленький, чтобы на него, так сказать, надстраивать трансплантант. То есть получается, что даже если бы у трансмужчины нашли вот эти все артерии и нервы, к которым бы можно было подсоединить новый член, то есть можно какие-то взять просто, которые есть там вокруг, в круге, вот, то, по крайней мере, вот пещеристых и губчатых тел в принципе нет, и да, и это проблема. На сегодняшний день медицина еще не придумала решения к этой проблеме. То есть теоретически, наверное, в каком-то будущем будут делать трансплантанты и трансмужчинам, но вот функция эрекция, не думаю, что так легко будет возобновлена или как-то сделана. Думаю, что в этом случае тоже придется имплантировать насос, например. Ну и есть еще один небольшой момент, относительно большой все-таки. То, что когда вам имплантируют какой-либо новый орган, который был не ваш, да, то у вас будет ваш иммунитет будет его отторгать, и, соответственно, придется принимать таблетки, какие-либо препараты для того, чтобы подавлять вашу собственную иммунную систему. И на это не каждый человек готов. Это делается скорее в тех случаях, когда это жизненно необходимо. Вот такие дела, и до тех пор, пока это невозможно, трансмужчины будут продолжать делать операции по фалопластике. Это, конечно, выбор каждого отдельного трансмужчины. Я не пропагирую ни в коем случае делать это, каждый решает для себя. В моем случае я решил, что да, я хочу. И первая операция будет 4 сентября в этом году. Я буду делать влоги, так что следите за мной, если интересно. А сейчас, через неделю, какой там через неделю? Через уже 3 дня мы с женой поедем в Индию на неделю. И мы посетим там моего коллегу, он женится. Представляете, это будет индийская грандиозная свадьба. Мы решили, что мы не можем этого пропустить, и используем последние отпускные дни на это.
Вот, и очень рады. В общем, там мы тоже собираемся сделать ежедневные влоги, или не ежедневные, я еще не знаю. В общем, влоги по-любому, потому что это наверняка очень-очень круто побывать на индийской свадьбе. Спасибо за внимание, задавайте вопросы и до следующего раза.